Всем привет! Сегодня я хочу затронуть, на мой взгляд, довольно актуальную тему для тех людей, которые покупают в коллекцию довольно большое количество моделей. И когда вы заказываете определенную масштабную копию, которую долго ждали, то вы ожидаете получить безупречный экземпляр, без пятнышек клея, без каких-либо поломок, чтобы модель радовала глаз и стояла красивой на полке. Но не всегда модели до покупателя доходят в первозданном виде. Зачастую бывают мелкие поломки, которые можно устранить своими силами, но иногда модели приходят в виде набора запчастей. И у меня в коллекции тоже попадаются такие модели, куда же без этого, и в основном за последнее время приходят поломанные модели из полимера. Я думаю, многие из вас знают, сам полимер очень хрупкий, он требует деликатного обращения, и порой виной человеческий фактор. Это непродуманная упаковка, как, например, на грузовике от Autocult, который я вам показывал несколько месяцев назад. Может быть, некачественная упаковка продавцом, коробочка нормальная, но ее упаковывают без какого-либо смягчающего удар материала. И также может быть сама служба доставки. Порой посылки кидаются, не смотрят, что там хрупкий материал. И когда вы хотите предъявить какую-то претензию, говорят: мы ничего не знаем, обращайтесь к продавцу. И, к счастью, современные большие магазины имеют возможность принять обратно товар, возместить вам ущерб или предложить модель на замену. Но что делать, когда вы приобретаете какой-то эксклюзив, например, выпущенный ограниченным тиражом, и на замену попросту нечего предложить? Да, вам вернут деньги, но вы останетесь без заветной модели. И тогда приходится импровизировать. И в большинстве случаев свои поломанные модели я не отсылаю обратно, а оставляю в коллекции и уже решаю, что с ними делать. Пустить на запчасти или пытаться ремонтировать своими силами. И сегодня я вам покажу 3 модели от дорогих брендов. Это Bentley от Neo Scale Models в очень красивой темно-зеленой коробочке. Также внедорожник Range Rover в пожарном исполнении от Matrix. И третья модель, которую я вам уже показывал, это Büssing от Autocult. Распаковывать ее не буду. На этот грузовичок в таком состоянии я делал детальный видеообзор, но просто эта модель будет как пример, как не нужно разрабатывать упаковку для масштабной копии. И, например, если говорить о различных технологиях производства, то самые ремонтопригодные модели, на удивление, старый советский Агат. Покажу вам корпус от 24-й Волги, агатовская модель, она у меня не совсем комплектная, пока что ждет, когда я найду недостающие детали, и уже тогда ее покрашу и соберу в единое целое. Но эти модели очень легко разбираются. Они проектировались без использования клея, все на защелках, все можно демонтировать, поставить обратно, и вы просто разбираете масштабную копию, кидаете корпус, дверки, капот и крышку багажника в баночку с растворителем, через какое-то время краска слезает, вы грунтуете, красите модель и собираете все в единое целое. А если говорить о более современных китайских изделиях, то там как получится. Бывают модели, которые легко можно разобрать, как, например, журнальную серию. Покажу вам один Москвич 407 из серии «Автолегенда СССР» номер 1. И таких москвичей у меня несколько штук, я брал их как доноров запчастей и уже неоднократно говорил, в этом плане некоторая журналка вполне пригодна для ремонта более дорогостоящих моделей. А отсюда можно взять осветительную технику, порой колесные диски, дворники, зеркала заднего вида. И эта модель разбирается тоже довольно просто. Вам нужно с внутренней стороны высверлить штырьки, которые запаяны. Также открутить днище, высверлить заклепки, держащие остекление, и у вас получается голый корпус, который тоже можно поместить в баночку с растворителем. И уже потом вы можете красить модель в любой цвет. Конечно, тут после новой покраски нужно подумать, как аккуратно заново нанести серебристые полосы. Можно воспользоваться декалями, можно сделать маску и из аэрографа заново покрасить деталь. Но что делать, когда к вам приходит модель из полимера в виде набора запчастей,
И такие модели – это тихий ужас. Если у вас нету сноровки, терпения, даже не беритесь за ремонт таких моделей, потому что вы просто все испортите и потратите свое время. Покажу вам корпус от Ford Taunus, от Neoscale Models. И эта модель тоже пришла в поломанном виде. И самая главная проблема – это как аккуратно разобрать эту масштабную копию, чтобы не повредить хрупкие детали. И порой на таких моделях очень тонкие элементы вклеены на полную площадь, и даже если вы аккуратно будете их срезать, то с вероятностью 80% что-то сломается. И тогда уже приходится импровизировать, ремонтировать ли деталь, изготавливать заново, искать какую-то замену, и не всегда на такие машины вы найдете подходящих доноров запчастей. И для начала такие модели следует очистить от старого лакокрасочного покрытия. Обычно я снимаю краску с таких изделий при помощи ватных тампончиков, смачиваю их в жидкости для снятия лака с ногтей и слой за слоем аккуратно стираю с масштабной копии. Это очень долгая процедура, может занять несколько дней. И, конечно, за один присест полностью модель вы не почистите, потому что вам просто надоест ее постоянно тереть. После того, как вы очистите корпус, начинается его новая сборка, и порой модель разбивается на огромное количество мелких деталей, и проще изготовить новую, например, стойку самостоятельно из обычного кусочка пластика. Тогда вы склеиваете модель, подшкуриваете сломанные места, заново ее грунтуете, красите и пытаетесь собрать обратно. И, например, когда модели в двухцветном варианте окраски, тут тоже есть свои сложности. Давайте я вам покажу Bentley, который тоже ко мне пришел в сломанном виде. Эта модель имеет следующий артикул, прототип Bentley Cornish. И также тут написано, что эта модель не предназначена для детей, кто бы сомневался. В песочнице пробовал ими играть, ничего хорошего из этого тоже не получается. Лучше брать старые иликоновские модели. Или, например, грузовики от Компаньона. Они выдерживают любые испытания. А эти машины только хранить на полке и сдувать с них пылинки. И вот так выглядит данный Bentley. И, к сожалению, тут откололся кусочек от крыши. И детали я уже сложил в отдельный пакетик. Но, кстати, эту модель можно частично перекрасить, потому что граница разделения цветов еще сверху закрыта небольшой декоративной планочкой из фототравления. Давайте я сниму колпак, покажу вам повреждения поближе. И как я планирую ремонтировать эту масштабную копию. Сначала нужно будет разобрать всю верхнюю часть от декоративных элементов, снять стеклышки, зеркало заднего вида. Оно по большому счету не мешает, но когда буду делать маску для покраски верхней части корпуса автомобиля, эта деталь может попросту сломаться. Нужно будет также демонтировать заднее стекло и аккуратно убрать старое лакокрасочное покрытие. И в этом случае лучше взять мелкую наждачку, а не пытаться снимать краску растворителем, потому что он может капнуть на нормальную поверхность, и тогда уже полностью нужно будет перекрашивать масштабную копию. После того, как вы снимете старое лакокрасочное покрытие, нужно будет приклеить сломанные кусочки, все это дело зашкурить, чтобы не было видимых швов, затем покрыть крышу грунтом и уже потом покрасить ее в другой цвет. Можно выбрать черный цвет, серый, но скорее всего я покрашу тоже в такой бежевый. И после ремонта, если вы удачно, без повреждений демонтировали приклеенные детали, можно их поставить обратно. И займусь ремонтом этой масштабной копии, но это довольно длительный процесс, так что не спрашивайте, когда я отремонтирую эту модель. Бывает, собираюсь с мыслями на протяжении нескольких лет, потому что, повторюсь, это еще раз творческий процесс. Есть люди, которые реставрируют модели на коммерческой основе, но я занимаюсь этим только в свободное время, а его порой не хватает. И когда уже отремонтирую эту масштабную копию, тогда можно будет сделать детальный видеообзор. И давайте покажу вам мельком внедорожник Range Rover от Matrix. И тут, конечно, тоже
есть повреждения, но модель целее, чем Bentley от Neo. Что-то не открывается коробочка. Бывает так, закроют, что тоже картонку не порвав, не представляется возможным открыть. И детали я сложил в этой модели в отдельный пакетик, чтобы они не потерялись. И в таком виде я храню модели, пока не соберусь на их ремонт. И как раз вы можете видеть, какие детали были сломаны. Это зеркало заднего вида, дополнительные зеркала на передние крылья, лестница и мигалки. И уже пытался подкрашивать сколы, но, к сожалению, не попал в оттенок темно-красного. Нужно будет убрать мои подкрасы и заново нанести новый, более правильный тон красного цвета. Тоже симпатичная масштабная копия, и сейчас их довольно проблематично найти в продаже. И будет интересно узнать ваше мнение. Есть ли в вашей коллекции подобные разбитые модели? Что вы с ними делаете? Пытаетесь отремонтировать или просто отсылаете обратно? Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.